Флорида — это не только неоновые вывески Майами и бесконечные пляжи. Это край древних болот, густых мангровых зарослей и лесов, которые помнят времена задолго до появления первого асфальта. Бурый медведь, мощный и величественный, обычно предпочитает не пересекаться с двуногими соседями. Его мир — это тишина, запах прелой хвои и мерный шум ветра в кронах. В естественной среде он — молчаливый хозяин, избегающий шума и суеты. Однако городское расширение неизбежно. Жилые кварталы врезаются в лесные массивы, и однажды утром жители одного из тихих районов обнаружили, что их привычный мир нарушен. Огромный зверь, ведомый, возможно, голодом или любопытством, оказался среди подстриженных газонов и припаркованных пикапов. Медведь в жилом квартале — это всегда чрезвычайная ситуация. Для обывателя это оживший кошмар из фильмов, для полиции — протокол повышенной опасности. Зверь был напуган, а напуганный хищник весом в 1/4 тонны — это пороховая бочка с зажженным фитилем. Его мирный облик, напоминающий уютную плюшевую игрушку, обманчив. Стоит ему почувствовать, что выхода нет, как в дело вступает инстинкт выживания, превращая его в молниеносную машину из мышц, когтей и ярости. Сотрудники службы охраны дикой природы и полиция прибыли быстро. Толпа зевак, несмотря на предупреждения, росла. В воздухе пахло грозой и человеческим страхом. Решение было принято стандартное — нейтрализовать животное с помощью транквилизатора. Это казалось самым гуманным и безопасным способом — усыпить, погрузить на грузовик и вывезти за десятки миль в заповедник. Щелчок пневматического ружья разрезал тишину. Дротик с ярко-оранжевым оперением вонзился в мощное бедро медведя. Но биология — наука неточная. Препарату нужно время, чтобы преодолеть барьер кровотока и достичь мозга такого огромного существа. Медведь взревел. Это не был рев ярости, это был крик дезориентированного существа, которое внезапно почувствовало укол и странную липкую слабость, разливающуюся по телу. В панике, гонимый древним инстинктом искать спасение там, где враг не сможет его достать, зверь бросился прочь. Перед ним сверкнула гладь местного озера. Для медведя вода — это убежище, путь к отступлению. Он прыгнул в залив, поднимая каскад брызг, и мощно заработал лапами, уходя от берега. Адам Варвик, биолог Всемирного фонда дикой природы, наблюдал за этой сценой с замиранием сердца. Он знал поведение этих животных лучше, чем кто-либо другой. И он сразу понял то, чего не осознавали полицейские с их винтовками наготове. Транквилизатор начал действовать. Но он подействовал не так, как в учебниках. Вместо того, чтобы мирно уснуть на траве, медведь начал терять координацию посреди глубокого водоема. С берега было видно, как движения зверя становятся рваными и тяжелыми. Его голова все чаще уходила под воду. Задние лапы, обеспечивающие основную тягу, обмякли. Это была страшная картина. Мощный хищник, символ силы и независимости, медленно и беспомощно тонул на глазах у десятков людей. Природа жестка, но человеческое вмешательство сделало эту смерть неминуемой и несправедливой. «Я не думал о последствиях», — скажет Адам позже. «Я просто видел, что он тонет, а медведи не должны тонуть из-за наших ошибок». Без лишних слов, не снимая одежды, Адам Варвик бросился в воду.
Вода была мутной и прохладной, но Адам чувствовал только жар адреналина. Когда он подплыл к медведю, тот уже почти полностью скрылся под поверхностью. Только кончик носа и испуганные затуманивающиеся глаза напоминали о том, что жизнь еще теплится в этом теле. Это был момент абсолютного безумия с точки зрения здравого смысла. Плыть к раненому, одурманенному хищнику весом в 400 фунтов, около 180 килограммов, это самоубийство. Даже в полусонном состоянии медведь мог инстинктивно взмахнуть лапой. Один такой удар способен вскрыть грудную клетку человека или сломать позвоночник. Но Адам видел перед собой не угрозу, а тонущего ребенка природы. Он зашел за спину зверя, обхватил его за массивную шею и плечи. Медведь был тяжелым, как гранитная глыба, обтянутая мокрым мехом. Адам приподнял его голову над водой, стараясь сам не уйти на дно. До берега было около 15-20 метров. В обычной жизни пара минут легкого плавания. Сейчас это расстояние казалось бесконечным океаном. Каждое движение стоило невероятных усилий. Ноги Адама бешено работали, сердце вырывалось из груди, а легкие горели от нехватки кислорода. Вскоре к ним направилась спасательная лодка. Казалось бы, спасение близко. Но возникла новая проблема. Как поднять обмякшее тело медведя на борт, не перевернув судно и не причинив животному вреда? Лодка раскачивалась, спасатели пытались ухватиться за шерсть, но зверь выскальзывал. Время работало против них. Медведь продолжал погружаться, увлекая Адама за собой. Вода попадала биологу в рот, мех лез в глаза, но он не разжимал рук. В какой-то момент стало ясно: лодка не поможет. Она лишь создает лишнюю суету. «Я сам!» — крикнул Адам, хотя у него почти не осталось дыхания. «Отойдите!» Он принял решение, которое казалось невозможным. Он будет буксировать медведя к берегу в одиночку. Это была борьба не только с весом животного, но и с вязким сопротивлением воды, которая, казалось, превратилась в жидкий цемент. Каждый метр был битвой. Адам чувствовал, как мышцы начинают отказывать, как в предплечьях скапливается свинцовая усталость. Он чувствовал тепло медвежьего тела и его тяжелое прерывистое дыхание прямо у своего уха. В этот момент они не были врагами. Они были двумя существами, скованными одной целью — выжить. Люди на берегу затихли. Слышны были только всплески воды и тяжелые выдохи человека. Когда пальцы Адама наконец коснулись скользкого илистого дна, по толпе пронесся вздох облегчения. Но испытание еще не закончилось. Медведя нужно было вытащить на сушу. К Адаму подбежали сотрудники службы охраны, и вместе, используя веревки и чистую физическую силу, они вытянули зверя на траву. Адам упал рядом, не в силах пошевелить даже пальцем. Его одежда была перепачкана илом и медвежьей шерстью. Руки дрожали от перенапряжения. Он смотрел на небо Флориды и слушал, как бьется его собственное сердце, так же часто, как и сердце лежащего рядом хищника. Медведь проспал несколько часов
под присмотром ветеринаров. Его состояние стабилизировалось, легкие очистились от воды, которую он успел наглотаться. Когда действие транквилизатора окончательно прошло, его погрузили в специальный контейнер. Перед тем, как грузовик отправился в путь, Адам подошел к клетке. Зверь уже пришел в себя. Он смотрел сквозь решетку, уже не с тем ужасом, что был в озере, а с каким-то глубоким звериным спокойствием. Возможно, он ничего не помнил, а возможно, где-то в глубине его подсознания остался образ человека, который не дал ему уйти в темноту. Его отвезли в национальный лес около, место, где нет заборов, бассейнов и шумных дорог. Когда дверца клетки открылась, медведь не сразу вышел. Он принюхался к родному запаху леса, а затем, неспешно сохраняя свое достоинство, скрылся в густых зарослях. Он вернулся туда, где ему и место. История Адама Варвика облетела весь мир. Снимки, на которых человек обнимает в воде огромного медведя, стали символом того, что человечность не знает границ видов. Многие называли Адама безрассудным, и они были правы. С точки зрения логики, его поступок был чистым безумием. Он мог погибнуть в любой момент, но именно в такие моменты мы понимаем, если бы в мире не было людей, способных на подобное безрассудство, наш мир был бы гораздо беднее, холоднее и жестче. Мужество — это не отсутствие страха. Адам боялся, как любой нормальный человек, но его сострадание оказалось сильнее инстинкта самосохранения. Он подарил медведю второй шанс, а нам — напоминание о том, что мы несем ответственность за тех, чью среду обитания мы так бесцеремонно нарушаем. В тихих лесах Флориды где-то до сих пор бродит медведь. Он стал еще крупнее и мудрее. Он избегает людей, как и положено его роду. И где-то в офисе Всемирного фонда дикой природы работает человек, который знает. В тот день в озере они спасли друг друга. Медведь обрел жизнь, а человек — истинное понимание того, ради чего стоит рисковать всем. Безрассудству храбрых мы поем славу. И эта слава не в медалях, а в тихом шорохе леса, где продолжает свой путь спасенный зверь.